Привет, друг! Меня зовут Джон Кормилицын, ты на канале J-Centers, и мы продолжаем рубрику разбора отличных российских компаний, о которых вы могли даже не слышать. Но они есть и делают просто сумасшедшие вещи. Сегодня с нами iPieSoft. Весь материал эксклюзивен и подготовлен специально для выпуска. Ребята выпускают программу с одноименным названием. I — это мнимая единица, P — это символ P, но по-английски он произносится как iPie. iPieSoft высокоэффективен для тестирования концепций, привиза и фоновой анимации больших толп, ну или второстепенных персонажей, которые не требуют высокого уровня детализации. Захват движений можно выполнять дома или в небольшом офисе, поэтому система хорошо подходит для удаленной работы. Вы буквально можете использовать пару камер, а алгоритм просчитывает все ваши движения без каких-либо маркеров. Компания основана в 2008 году, ну и зарегистрирована в Москве. Все технологии для распознавания собственного производства, никаких иностранных SDK. Все алгоритмы были разработаны и реализованы с нуля. В iPieSoft работают заядлые программисты. Все окончили физтех МФТИ, ну или Московский физико-технический институт. Он, конечно, малоизвестен. Если быть объективными, физтех небольшой по размеру вуз, но высокорейтинговый. В последнее время, согласно опросам, технари МФТ получают самые высокие зарплаты. Некоторые выпускники являются нобелевскими лауреатами, ну и, например, Константин Новоселов, Андрей Гейм и основатель вуза Петр Капица. Главная особенность МФТИ — обилие физики, ну что и стало одним из факторов развития iPieSoft. Так что вернемся к нашей команде. Михаил Никонов — основатель этой компании. Обучался по специальности архитектура АВМ. Михаил участвовал в разработке системы памяти для операционной системы Эльбрус, разработанной на основе ядра Linux. Павел Сорокин — сооснователь компании, занимается разработкой продукта и отвечает за операционное управление. Все факты, которые я вам рассказываю, взяты из личного интервью с разработчиками. Поэтому этот формат всегда будет вот таким, чтобы не смотреть полуторачасовое видео, ну, сам понимаешь. Какие продукты выпускает эта компания? Все технологии, на которых основаны программы, это собственная разработка iPieSoft. Ну, как я уже сказал ранее, компания представляет на рынке всего один продукт. Это iPieSoft Mockup Studio Basic. Одним из компонентов этой программы является iPieRecorder, который устанавливается отдельно. iPieSoft Mockup предназначен для безмаркерного захвата движений или же Mockup Capture путем анализа видеозаписи с нескольких камер, ну или датчиков глубины, например, через Kinect от Xbox. На выходе программа создает скелетную анимацию, которую затем можно применить к персонажу, похожему на человека обязательно. А вот iPieRecorder необходим для записи входных данных в реальном времени, ну или же для синхронизации отснятых видео. Весь этот материал в дальнейшем используется для отслеживания движений в самом iPie Mockup Studio. Также имеются дополнения. iPie Biomech Add-on. Он предназначен для исследователей Motion Capture, проводящих анализ данных, генерируемых системой. То есть это Add-on показывает данные захвата в разных форматах. Его можно использовать для, например, экспорта облака точек из нескольких сенсоров Kinect, для анимации или исследования. Также для анализа походки, каких-либо медицинских целей, например, анализа спортивного движения, и так далее. Как ты понимаешь, очень нишевый продукт, но тем не менее. С чего началась компания? У Михаила была идея создать свою компьютерную игру. Начало компании положили возмущение по поводу того, почему Motion Capture не получается сделать с помощью обычной камеры. На тот момент не было каких-то специальных программ, а покупка специальных камер для захвата движения была невозможна из-за высокой стоимости. Тогда стоял главный вопрос, почему нельзя использовать обычную камеру? Михаил решил сделать собственную систему Motion Capture на основе обработки изображений. К реализации идеи присоединился Павел Сорокин. Вместе они разработали первую версию системы Basic. И, как отмечают ребята, программа работала не так круто, как хотелось бы, но тем не менее ее начали покупать. Хотя ребята скорее были не уверены в успешном старте. Я думаю, что это банальная ситуация для всех компаний. Первая покупка состоялась в 2008 году. На тот момент стоимость Basic составляла $500. Программу приобрел испанец, и он успешно использовал систему для разработки симулятора традиционной испанской игры «Баскская пилота». Это своего рода аналог большого тенниса.
автор использовал систему с 3 камерами PlayStation Eye. Движения для этой игры записались довольно легко, поскольку руки там были далеко от тела, а это очень часто упрощает полноценный захват движения. Первая удачная сделка вдохновила ребят, и они начали совершенствовать свой софт. И в том же 2008 году команда выступила на SIGGRAPH в Лос-Анджелесе. На фото основатели iPieSoft Михаил Никонов и Павел Сорокин. Это была первая крупная презентация компании, и, собственно, разработанной технологии Motion Capture. Ребята сказали, что было очень много заморочек из-за разрыва в менталитете. Из-за недостатка опыта ошиблись с оформлением стенда, и им уже на месте пришлось как-то в срочном порядке выходить из весьма неудобной ситуации. Тогда они в спешке выкручивались, оборудовали свою локацию и представляли технологии, можно сказать, на коленках. Но, тем не менее, многие заинтересовались разработкой. И на этом же SIGGRAPH ребята получили поддержку от Samsung. Представители компании без особых трудностей выдали $200 тысяч для развития технологии iPieSoft. Причем Samsung заинтересовал не захват движений, а именно сложная система обработки изображений. Ребята разработали для них уже совершенно иную систему с другими алгоритмами, на которую Samsung оформили патент, где в качестве авторов числятся Михаил и Павел. И в дальнейшем Samsung развивали эти разработки, и в 2018 году зарегистрировали еще патент, в котором использовались некоторые моменты технологии iPieSoft. Представляете, насколько это круто, когда такие мировые компании обращаются за написанием совсем разных технологий. Ребята достаточно скромничали в интервью, но это далеко не все, чем они занимались. Какие планы у компании? iPieSoft планирует внедрить новые алгоритмы и улучшить уже существующие. Разработчики подтверждают, что технологии требуют улучшений, дабы закрыть все проблемы, и пока не агитируют за качество продукции, так как работа предстоит еще немало. Так когда же планируется нововведение? Отметим, что в последние годы было много незаметных доработок, которые, тем не менее, важны для пользователей. Среди таковых были поддержка многих популярных камер, например, GoPro, которые используются без применения проводов, то есть можно записывать видео, не ограничивая себя в движениях. iPieSoft разработали методы синхронизации нескольких видео с камер. Улучшение, казалось бы, небольшое, но времени и сил ушло очень и очень много. Такие экшн-камеры, как GoPro, позволяют снимать видео с высокой частотой кадров, а также у них широкий угол зрения, что расширяет пространство для захвата, то есть это весьма удобно для Motion Capture. При этом съемка осуществляется без боковых деформаций. И известно, что пользователи ждут решения двух важных проблем, на которые по подсчетам разработчиков уйдет пару лет. Первая проблема — это повышение надежности при перепадах освещения, а второе — это улучшенный трекинг головы. iPieSoft отмечает, что это такие проблемы, которые не решаются большим количеством программистов. Это именно те задачи, нацеленные на тесную командную работу. В обработке изображений очень много проблем, которые не решаются по щелчку пальцев. И еще разработчики точно не планируют заниматься лицевой анимацией, так как на рынке нет возможности, нет вызова и, самое главное, конкуренции для развития. С технической стороны уже смысла что-либо делать нет. Но я, конечно же, считаю, что было бы неплохо заняться лицевым риггингом. Хотя бы потому, что этого решения нет в России. Но сейчас речь о создании такого проекта, которым не владеет ни одна компания. Поэтому безмаркерный захват Full Body, то есть полный захват всего тела, планируют довести до высокого уровня. Если смотреть ближайшие обновления, то ребята находятся в процессе подготовки к лайв-стриминг для Unreal. То есть это система для передачи данных с компьютера, где установлена система Motion Capture, и где, конечно же, стоит Unreal. Можно будет совершать осмотр захвата в реальном времени, и сразу видеть результат на персонаже в игровом движке. Вот это было бы реально очень круто. Сейчас есть версия системы Realtime, которая поддерживается Kinect. Обновление должно выйти в этом году. Некоторые заказчики с Unity уже используют данную систему. В игровой движок Unity включена функция прямой трансляции из программного обеспечения iPieSoft. Вы сами понимаете, насколько важна интеграция передачи данных отслеживания в реальном времени напрямую в игровые движки. Ведь это капец как сокращает время ожидания и проблемы с экспортом и импортом моделей. А это, наверное, вообще самое главное.
А что по нейронкам? Я задал этот вопрос, потому что вы просили. На данный момент нет большого опыта работы с нейронными сетями, и они не используются в iPiSoft Mockup Studio. Однако разработчики отмечают, что нейронки являются перспективным направлением в обработке изображений. Ну и iPiSoft планирует создать комбинированный подход. При этом традиционный трекинг будут продолжать использовать, так как он позволяет тречить необычные позы, которые довольно сложно предсказать. То есть преимущество нынешних алгоритмов — это захват уникальных движений. А вот нейронные сети позволяют надежно определять обычные позы человека. iPiSoft будут постепенно внедрять искусственный интеллект в первую очередь для того, чтобы автоматически подхватывать T-позы. Также в планах использовать интеллект для трекинга кистей рук и ступней. Конечно, если использовать только нейронные сети, то может система и будет быстрее работать, но необходимой точности для анимации пока что не может добиться. Пользователи iPiSoft. Кто они? Компания сотрудничает со многими организациями, например, одной из которых является Kinematic AB. Это шведская компания в области медицины. Совместно с ними компания разработала технологию Movement, применяемую для анализа данных опорно-двигательного аппарата на основе видео в диагностических и профилактических целях. Технологии имеют другой подход и очень сильно отличаются от тех, которые используются в iPi Motion Capture, поскольку и задача совсем другая. Программа Movement рассчитана для прогонки сразу большого количества людей, и позволяет крупным компаниям проводить диагностику всего коллектива без особых затрат. И, внимание, разные подразделения Пентагона являются официальными покупателями системы захвата iPiSoft. Конечно, реальных кадров мы вам не предоставим. Известно, что Министерство обороны США использует технологии для создания роликов по технике безопасности. Каким образом это реализуется? Они записывают движения персонала на промышленных объектах для последующего анализа действий, и создания анимационных учебных материалов. Поэтому даже работали с ними. Также одним из пользователей системы Motion Capture является итальянский автоконцерн Fiat. Они оформляли покупку технологии для записи движений рабочих, чтобы в дальнейшем посредством других программ проводить анализ совершаемых действий работников и оптимизировать устройство автомобильного конвейера, тем самым улучшать условия труда. Поэтому все не останавливается на видосиках у себя дома. Эта технология может применяться абсолютно в самых наиполезнейших целях. И среди игровых и съемочных компаний одна из ведущих студий анимации Elora использовала их технологии в сериале «Игра престолов». Захват движений использовался на протяжении 6-го сезона популярного шоу HBO Games of Thrones. Все это на этапе подготовки и производства, включая эпизод «Битва бастардов», за который студия была удостоена премии Эмми. iPi Mockup использовался для увеличения масштаба армии на ключевой боевой сцене. То есть они производили запись движения для анимации огромной толпы. Один из ведущих аниматоров Elora отметил одно из явных преимуществ iPi Mockup. И это то, что актерам не нужно было одевать спецкостюмы перед съемкой. Это все я к тому, что если вы хотите добиться интересных результатов, то вы можете это сделать и сами, так как компании такого, уровня смогли применить технологии в деле, и показать такой результат. В чем уникальность этой программы? Основным конкурентом являются костюмы для захвата движений, конечно. Это совсем другого плана технология, но любые оптические системы, они, конечно, хорошо работают, но и их стоимость, соответственно, выше. Сейчас, конечно, выпускают дешевые китайские системы, и реально много людей их используют, но здесь, конечно, еще и тестить нужно. Берем с размахом костюм X-Sense. Его стоимость — это 2 миллиона 100 тысяч рублей. Это вместе с перчатками и программой на год. Это тот костюм, который мы использовали для короткометражки на канале у Монтера. Также есть костюмы от Рококо. За них не ручаюсь, но стоит их костюм $2495 и перчатки еще сверху косарь. И программка. Так что да. Про них, кстати, с удовольствием бы рассказал, но у нас его нет, к сожалению. Итак, теперь другая сторона медали. В другом конце ринга это два Kinect, начиная от 11 тысяч рублей до 20 тысяч рублей за штуку, плюс переходник за 1500. И сам iPiSoft с разной ценовой категорией.
под нужды. Все выпишу вот здесь, вот, ну, я думаю, увидишь. Отличия можете посмотреть на сайте, кстати, вот здесь. Сразу указано, для какого количества камер подходит программа. Ну, тут уже решайте сами. Вывод из всего этого набросаю в конце ролика. Почему одни камеры лучше других? iPiSoft поддерживает не только Kinect, а разные RGB камеры и камеры с просчетом глубины. Ну, это как раз и есть Kinect. И у каждого есть свои особенности. У GoPro, к примеру, очень широкий угол зрения, почти рыбий глаз. По горизонтали она имеет обзор в 90 градусов. Также у GoPro фиксированный объектив, то есть не стоит беспокоиться, что камера сама решит сделать автофокус, а это на самом деле очень большая проблема. И в условиях недостаточного освещения все равно передаст хорошую картинку. Их недостаток только в том, что они напрямую не подключаются к компьютеру. Передачу данных надо осуществлять через флешки. А вот недорогие китайские камеры в основном не приспособлены для захвата движения, так как у многих стоят дешевые матрицы, и при определенных условиях они дают очень-очень много шума. Крутота старых PlayStation Eye камер, которые предназначались для третьей версии плойки, то есть PlayStation 3, заключается в практичности и дешевизне. На Авито вы можете срубить его за косарь или за полторушку. Если залезть на сайт, и под заказ их вообще тьма. Также они позволяют управлять выдержкой, и у них хорошая матрица, которая позволяет даже при не очень ярком искусственном освещении получать достаточно хорошую картинку. Главное, чтобы окружающее пространство имело сочные и контрастирующие краски. По поводу угла зрения, по диагонали у них 60 градусов, а по горизонтали градусов 45. Представляете, да? Какая картинка выходит? Это получается очень малый захват окружения. Небольшое количество камер PlayStation Eye сможет покрыть большую зону, если отодвинуть их далеко от самого актера. А вот в маленьких условиях они уже не подойдут. Угол обзора просто не позволит захватить полный рост человека. Kinect, окей, от освещения не зависит. В нем просчет движения идет за счет датчика глубины. Ребята в свое время, как только вышел Kinect, адаптировали под него алгоритмы. Немножечко уточним, Kinect SDK не ориентирован на Motion Capture, а полностью заточен на интерактивные приложения. В прошлом году выпустили новый сенсор Azure Kinect. Он имеет режим широкого обзора, который позволяет пользователям стоять намного ближе к сенсору камеры. А это значит, что нет необходимости иметь большое пространство вокруг актера. Получается, это совершенно разные технологии обработки данных. И визуально уже на выводе анимации со скелетом особой разницы не будет. То есть между этими камерами. Отличие этих камер заключается только в их стоимости. И, конечно, от условий, в которых ты находишься, то есть масштаб твоей комнаты и освещение. А ценник Kinect по сравнению с камерами PlayStation сильно разнится. И у любой оптической системы есть главная проблема с обзором захвата. То есть, если ты перекроешь какую-либо часть тела, то просчет не произойдет. И вторая проблема — это трекинг ступней. Kinect очень плохо видит вблизи пол. Есть ли у ребят продажи в России? Пользователи, конечно, довольно противоречивы. Люди, которые более функциональные, достаточно успешно справляются с работой в программах, а вот начинающие мучаются и сразу бросают. Да и вообще весь Motion Capture непростой. Нет таких волшебных технологий, где раз кликнул и все заработало. Даже с Motion Capture необходимо поставить правильно риг и сделать огромное количество чистки анимации. За рубежом сама индустрия развита гораздо больше, особенно в Америке. Там больше профессиональных пользователей, которые лояльно воспринимают и быстро осваивают новые технологии. Поэтому комментаторы с приложением на iPhone, напишите сразу то, что у вас получилось, а не то, что это в 3 секунды делается на мобилке. Просто сравните результаты и вот это вот все. Понимаете, да? Давайте, как всегда, разберем процесс, куда же без него на нашем канале. Процесс создания анимации. Итак, к примеру, поняли, кто наш персонаж, как он выглядит и так далее. Хотим такие сделать для него походку. И теперь все поэтапно. На обработку в Wi-Fi Mockup Studio у нас уйдет 10 пунктов. Погнали! Первое. Установка софта. Подробная инструкция лежит в документации, оставим специально ссылочку. Там ничего сложного. Если что-то возникнет, пиши в комментариях. Здесь вас обязательно услышат сами разработчики. Системные требования, как видите, подходят даже для твоего старенького ПК. Так что проблем быть не должно.
Второе. Определимся с камерами. Как уже говорил, снимать можно на любые RGB камеры или камеры с датчиками глубины. И ребята при съемке походок использовали две камеры Kinect Azure. Его поле зрения намного шире, чем у второго Kinect, но он и чуть дороже второго Kinect, конечно, так как последний шел как аксессуар к Xbox, ну и там как бы сильно цену не заломишь. Стоят они приблизительно 30 тысяч рублей за штуку. Сейчас этот Kinect — это совершенно отдельный проект Microsoft, но он никак не связан с игровой приставкой и конкретно предназначен для motion capture или сканирования. Azure существенно лучше для захвата движений, так как сама зона съемки получается намного шире. Третье. Устанавливаем камеры так, чтобы они улавливали всю зону, которая тебе необходима. Минимальные требования к пространству также есть в документации. Вы можете провести аналогию с тем помещением, которое вы видите. С одним Kinect'ом лично мне удавалось отойти буквально на пару метров для видимости меня в полный рост. Но это уже, конечно, не про проходку, это так, баловство. Четвертое. Непосредственно перед съемкой проводим разметку зоны захвата. Это достаточно важный этап подготовки. Сейчас Павел перемещается по этой зоне, чтобы определить ее расположение на местности. Андрей в то же время проверяет, что видно в камерах Kinect, и по необходимости немного поворачивает их. В конце на пол наклеиваем кусочки белого скотча. В дальнейшем эта разметка пригодится, чтобы актер лучше понимал, где находится область захвата, а точнее ее пределы. Пятое. Проводим калибровку системы. Это необходимо, чтобы идеально вычислить точное положение и ориентацию камер. Так, калибровку осуществляем с использованием любого светящегося фонарика, в качестве которого ребята использовали PlayStation Move. Move не подключается к компьютеру, он просто очень удобен для таких манипуляций. Поэтому можем взять вообще абсолютно любую лампочку. В документации указаны типы фонариков, которые вам подойдут. Запускаем iPi Recorder, который предназначен для записи движения. При этом смотри, чтобы на видео не захватывались какие-то яркие объекты. Начинаем запись. Перемещаем фонарик в зоне захвата в определенном порядке, начинаем сверху и ведем по спирали вниз. Просто придерживайся этого, точной траектории нет. И еще маркер или фонарик должен находиться вдали от тела. Камерой после калибровки передвигать нельзя. Так, теперь обрабатываем эту калибровку. Создаем проект калибровки в iPi Mockup Studio, выбираем Calibration Project, нажимаем Calibrate. Вот тут показываем результат калибровки. Нам нужен хороший или идеальный. Хороший желтый, идеальный зеленый. Красного быть вообще не должно. Сохраняем результат. Шестое. Переходим к съемке. Все дубли сыграны ключевыми разработчиками системы Motion Capture. Это Михаил Никонов, Павел Сорокин и Андрей Бибичев. Актер входит в зону захвата. И начинает движение. Лучше всего выполнять несколько дублей, к примеру, по 2-3 на первых порах. Ребята снимали различные виды походок для своей древнемонгольской игры, поэтому они выглядят довольно специфично. Седьмое. Обрабатываем отснятое видео и выбираем наиболее удачные дубли. Запускаем iPi Mockup Studio, выбираем файлы с расширением .ipi video и кликаем Action Project. Загружаем данные калибровки камеры. Выбираем соответствующие файлы проекта калибровки, он у нас называется .ipicalib. Или файл сцены .ipyscen. Дальше отмечаем количество актеров, пол, и рост. Здесь самое главное не перепутаем. Finish. Просматриваем временную ленту. И с помощью инструментов перемещения подстраиваем нашу модель в T-позе. И все это под силуэт актера на видео с камер, как видишь. На вкладке «Трекинг» клацаем по кнопке Refit Pose. В результате модель должна быть согласована с изображением актера из видео. Если не получилось, то удаляем позу и повторяем действие. Нам кровь из носа, необходимо сделать это правильно. Восьмое. Дальше на таймлине необходимо проставить ключевые кадры для пальцев. В системе iPiSoft нет захвата движения пальцев, но можно добавлять ключевые кадры для них. Это удобно для простейших анимаций пальцев. Сжать в кулак, держать
оружие, растопырить пальцы и тому прочее. В данном случае мы задаем позу «расслабленная ладонь». Для правой и левой руки, конечно, что подходит для анимации походки. 9. Чтобы начать отслеживание, просто нажмите кнопку Track Forward. И идет просчет. Надо немного подождать. Ну, а мы ускорим этот момент. После завершения первичного отслеживания и очистки дополнительно запускаем уточнение. Нажимаем на кнопку Refine Forward, ну или Backward. Тем самым мы повышаем точность сопоставления нашей позы и убираем какие-то ошибки. Это займет чуть больше по времени. Дальше перед экспортом анимации рекомендуется всегда применять фильтр Jitter Removal. Он довольно мощный и подавляет нежелательные шумы. Настраиваем параметры для каждой части тела. Значение определяем уже опытным путем. В основном ставят на единицу. Нажимаем ОК. Ну и далее на кнопку Jitter Removal. Ждем и после просматриваем полученный результат. Отлично! 10. Справа выбираем вкладку «Экспорт» и клацаем на нужную программу. Например, разберем дальнейшие действия на персонаже из Unreal. Убираем скин с нашей модели, клацаем на вот эту кнопку. У нас остается чисто скелет. Проигрываем то, что получилось. Если все хорошо, то экспортируем. И переносим модельку в 3D пакет, ну, например, в Maya. А обрати внимание, что нельзя просто так, вот по дефолту уже сразу, импортировать FBX в Maya. Для этого нам необходимо активировать плагин для импорта и экспорта файла. Когда мы открываем нашу программу, то заходим сразу во вкладку Windows и далее Setting, Preference. И здесь нужен пункт Plugin Manager. Тут у нас перечень с кучей плагинов, которые есть в майке, то есть в Maya. Чтобы долго не искать, вбиваем в поисковике FBX и у нас появляется два файла. Ставим галочки на Load и Load Auto, нажимаем Refresh и перезагружаем программу. Далее мы можем спокойно импортировать файл в программу. После того, как мы импортировали файл и включили анимацию, то наш персонаж мчит со скоростью света. Чтобы это пофиксить, нам необходимо зайти вот сюда в Preference. Здесь мы уже сразу находимся в нужном пункте Time Slider. Теперь нужно пролистать в самый низ к пункту Playback. Здесь в Max Playback Speed мы меняем и вместо Free мы ставим количество кадров умножено на 1. В Playback Speed должно стоять Play Every Frame. Нажимаем Save и погнали дальше. Все наши объекты находятся во вкладке Outliner. Включить ее можно с помощью вот этой кнопки. И здесь нам необходим скелет Root Pelvis. Также нам нужен будет Graph Editor. Его можно найти во вкладке Window Animation Editor, ну и Graph Editor. Чтобы открыть наше окно, ну и закрепить его к интерфейсу, для начала нужно снять вот этот замок. Потом зайти в Window и Animation Editors. Тянем появившееся окно в удобное нам место. Да, и при выбранном скелете Pelvis в Graph Editor выбираем Translate Y. Далее заходим во вкладку Curves и выбираем Mute Channel. Таким образом мы полностью заблокировали канал Y. Теперь, когда мы воспроизводим анимацию, наш персонаж шагает на месте. Далее нам необходимо сделать зацикливание нашей анимации. Для этого выбираем главную кость Root, в которой находится весь наш скелет. Ну и переходим в вид проекции слева. Для этого заходим во вкладку View, Predefined Bookmarks, Left Side. Здесь мы можем очень наглядно видеть, как двигается наш персонаж. Переместим наш ползунок в то место, где правая нога стоит на земле, и переместим начало анимации к этому ползунку, ну, чтобы анимация начиналась с этого кадра. Теперь проигрываем один цикл движения персонажа, ну и останавливаемся на один кадр раньше следующего цикла. То есть мы не полностью в то же положение возвращаем нашу ногу, а смещаем на один кадр раньше, чтобы избежать дублирования. Теперь подгоняем конечный кадр к желтому ползунку. Мы имеем один цикл анимации. Теперь, когда мы проигрываем анимацию, то она плавно переходит с последнего кадра в первый. Нам необходимо теперь все смягчить. Зададим изначальный кадр и смещаем ползунок, чтобы добавить еще половину анимации, и фиксируем конечный кадр. Смещаем конец таймлайна к 61 кадру. Теперь мы удаляем лишнюю анимацию, которая находится за пределами таймлайна.
выделяем ее и переходим в View, Tangents, Never. Следом удаляем. Выбираем анимацию в конце таймлайна и нажимаем клавишу G. Горячая клавиша G повторяет предыдущее действие. И также нажимаем Delete. Таким образом, мы избавились от лишней анимации и оставили только то, что нам необходимо. Затем мы переходим в Window, Animation Editors, Time Editor и в появившемся окне нажимаем плюс. Мы перенесли всю нашу анимацию в один анимационный клип. Теперь нам необходимо продублировать этот клип. Для этого жмем правой кнопкой мыши по клипу, выбираем копии и создаем новую анимационную дорожку. Нажимаем правой кнопкой и выбираем Create Animation Track. Далее нажимаем по нему правой кнопкой и выбираем Paste. Лишние дорожки удаляем, перемещаем наш продублированный клип к первому и подгоняем его к концу первого цикла анимации. Подгоняем начало таймлайна к середине первого цикла анимации таким образом, чтобы начальный кадр был на один кадр раньше, чем последний. Это чтобы избежать дублирования кадра. Проигрываем анимацию и убеждаемся, что наш переход плавный. Переходим в перспективный вид и любуемся нашим результатом. Еще немного подправили положение ступней, так как они плохо видны на камерах Kinect. В остальном это движение, полученное прямо с Motion Capture, без доработки вручную, представляешь? Да, и если у тебя пока нет возможности отснять свой захват, то на сайте лежат демки, которые можно использовать для тестирования программы iPy Mockup Studio. Файлы являются исходниками, ну и соответственно без какой-либо обработки. Все видеоматериалы были отсняты ребятами из iPySoft. Они старались подобрать равномерное освещение для лучшего процесса захвата. Ну и куда ж без проблем. Что конкретно здесь имеется и решаемы ли они? Я подумал, было бы круто сделать контент самому. Ну да, было бы вообще офигенно. Один Kinect у нас уже есть, и мы нашли второй. Заказали переходник для ПК за 1500 на сайте Игрорай. Во-первых, переходник выглядит ужасно дешево. Ну это ладно. А во-вторых, не хватало мощности для подключения. Хотя мой оригинальный переходник подходил и там, и там. Поэтому если будете заказывать, то уж точно не в Игрорай. Я уже писать ничего не стал, уже пофиг. Ну и еще один ключевой момент. Окружающее пространство при съемке совершенно не важно. Но есть проблемы с чувствительностью технологии к равномерности освещения. Не у всех пользователей имеются необходимые условия для качественной реализации захвата движений. Если пользуешься RGB камерами, то есть не Kinect, то перепады освещения дают много помех. Ну и это в принципе решаемо, так как технология обработки изображений позволяет вычислять освещение прямо по имеющейся картинке. Отметим, что при подборе освещения важно учитывать не количество гигагерц, а именно равномерность падения света на модель. Ну то есть отснять годный материал с одной мощной люстрой, по центру комнаты не получится. Лучше всего подбирать помещение, наподобие офисного, где лампы распределены равномерно по всему периметру комнаты. Однако и в домашних условиях можно создать идеальное освещение, если постараться. Сейчас очень легко купить, в любом ларьке, заказать специальные удлиненные лампы, и соорудить собственную конструкцию. Да, и по стоимости выйдет вполне подъемная сумма. Мы для съемок постоянно используем разные варианты по свету, и обычно 2-3 лампы выходит в 2500 рублей. Там уже от самого производителя зависит. Мне от Apple лампы не нужны, поэтому сойдет и от подпольной конторки. На этом проблемы закончены, и, конечно, не считая тех проблем, о которых мы говорили ранее. Кроме того, iPySoft недавно еще открыли студию разработки игр Argamag Games. И уже сейчас ребята заняты разработкой первой собственной игры в жанре экшен-RPG про Монголию 12 века. Игра секретная, еще пока не определились с названием. Уже есть визуальные материалы и разработка идет на движке Unreal. Там будут прорабатываться симуляции ткани, динамика доспехов и физическое моделирование колчана, то есть чехла с луком. Для анимации были проработаны и отсняты движения во время походки, а также бега и боевок. Причем сами разработчики отсняли себя в качестве модели для захвата ходьбы и элементарных движений. Мы, можно сказать, за кулисами увидели, как это происходило, так как разобрали обработку захвата именно на тех движениях, которые пойдут в игру. Пока что это черновой вариант. Призыв ребят из iPySoft к аниматорам. Изучайте теорию актерской игры. Много пользователей успешно справляется с технической стороной системы Motion Capture, но тем не менее их подводит плохая режиссура и недостаточный артистизм актеров.
Причем многие совершенно не осознают проблемы, пренебрегают актерской игрой, а после списывают все на программное обеспечение. Конечно же, так проще. Необходимо учитывать, что в первую очередь все движения актера необходимы для анимации игровых персонажей. Порой при просмотре отснятых материалов складывается ощущение, что персонажу некуда себя деть, то есть нечем заняться. И это выглядит скучно и нудно. Кто такое вообще захочет смотреть? Ну и чтобы этого хоть как-то избежать, Михаил советует прочитать книгу «Актерская игра для аниматоров», автор Эд Хукс. Ну и конечно, еще мы совместно разыгрываем годовую лицензию iPie Mockup Studio Pro Edition. Под этим видео оставь свой комментарий и обязательно укажи ключевое слово iPieSoft. И с помощью генератора случайных чисел мы выберем одного победителя. И в рамках этого видео iPieSoft предоставляет скидку 30% на любые продукты. Промокод в описании. Итак, друзья, ни за что не агитирую. Выбирайте сами. У каждого есть свои предпочтения во времени, в понимании того, насколько сильно вам придется заморачиваться дальше, в понимании того, какая будет вообще работа. Например, для второстепенных персонажей Motion Capture вообще в принципе может не пригодиться, а вдруг у вас какая-нибудь стратегия или съемка с видом сверху, где такое качество в принципе не нужно, и переплачивать огромные деньги, такое себе. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, участвуйте в конкурсе. Мы поставили свой канал в конкретное русло. Ждите от нас другие офигенные разборы, потому что мы уже сейчас общаемся с огромным количеством компаний. Они безумно рады поделиться разной информацией. Задавайте вопросы, заходите к нам в чат, активизируйтесь, ребят. Наше российское CG нужно как-то поднимать. Всем удачи и до новых встреч.